Армейские машины — это не только танки. Для снабжения армии и перевозки различных грузов необходимы и мощные вездеходные грузовики. И как в военное время, так и сейчас в российской армии самыми популярными машинами являются Урал и КамАЗ. На войне и в мирное время транспорт нагружают не только снаряжением, оборудованием или продуктами. Вездеходы также пригодны и для перевозки людей. Оба производителя, и Уральский, и Камский завод, создали машины, обладающие всеми необходимыми в военное время свойствами: большая грузоподъемность, мощность, высокая проходимость, удобство в управлении. Однако опытные военные быстро убедились, что по некоторым параметрам грузовики сильно отличаются. Водители Урала жаловались, что управлять машиной слишком тяжело по сравнению с КамАЗом. Если у транспортного средства производства Камского завода управление простое и комфортное, то рулевое колесо Урала было признано слишком тяжелым. И это не единственный недостаток. Также отмечалось, что руль не возвращается в исходное положение сам, из-за чего водитель вынужден постоянно крутить его. Напряженная многочасовая ручная работа с неповоротливым, тяжелым колесом — серьезное испытание. Но помимо того, что шофёр обязан был постоянно выкручивать руль, ему приходилось еще и очень внимательно обращаться с капризной педалью тормоза. При малейшем нажатии автомобиль резко и полностью останавливался. Еще один неприятный для водителей Урала момент заключался в следующем. Как известно, чтобы машина на ручной коробке передач сдвинулась с места, нужно выжать сцепление, и здесь шофёры встречались со сложностями. Приходилось упираться в сиденье, чтобы начать движение, тогда как более проворный КамАЗ трогался с места куда легче. По расходу топлива Урал также проигрывал, потребляя неприлично много бензина по сравнению с конкурентной моделью. И все же опытные водители всегда садятся именно на Урал. Молодые новички в армии выбирают КамАЗы, будучи наслышанными о преимуществах камских авто над уральскими. Но почему же старые вояки никогда не променяют неудобный Урал на КамАЗ? Ответ кроется в конструкции обеих машин. Изначально Урал задумывался именно как транспорт для военного времени для использования в армии. Ну, а КамАЗ в большей степени все же гражданский грузовик, модифицированный под нужды военных. В чем же это выражается? Во-первых, Урал обладает легендарной вездеходностью. Эту машину не остановит никакая дорога или бездорожье. Он более мощный, нежели КамАЗ. Во-вторых, и это главное достоинство Урала, у него есть капот. Шофёр прикрыт от пуль не листом металла, как в случае с КамАЗом, а двигателем. Также благодаря объемному капоту у водителя был шанс выжить, наехав передним колесом на мину. Капот даже прозвали метром жизни. Бескапотный же автомобиль не оставлял никаких шансов. Вот почему менее поворотливый и удобный Урал в большем почете у военных, чем КамАЗ. В армии нет такого, что можешь что-то выбирать. Поэтому что дали, на том и поехал. Однако опытные водители в армии, особенно на войне, всегда были рады, если им в руки попадался именно Урал, а не КамАЗ. Я как-то спросила у одного афганца, почему так. Ведь КамАЗ намного комфортнее и удобнее. Так-то оно так, но это если в гражданских целях. И дело даже не в проходимости. Кто-то скажет, что Урал намного круче по проходимости, чем КамАЗ. Может, оно и так, но почему-то в ралли-Дакар команда КамАЗа уже 16 раз побеждала. Спорить можно до бесконечности и приводить различные аргументы, начиная от проходимости, заканчивая опытом самого водителя. Помню, как жена только начала ездить на машине и вечером мне рассказывала, въехала в яму и не смогла выехать, и ей пришлось просить, чтобы ее выдернули. А яма-то ну совсем детская. Поехал ей показывать мастер-класс. Вперед, назад, передние колеса, задние колеса и спокойно выезжал туда-сюда. Так вот, вернемся к преимуществам Урала в военное время. Так как противники могут закладывать мины на дорогах, то когда КамАЗ наезжает, то у водителя почти нет шансов, а когда Урал, то от колеса до кабины что-то около метра безопасности. С советских времен Урал-АЗ и КамАЗ борются за военный заказ. Армия закупает грузовики обоих заводов, а водители продолжают спорить, какой автомобиль лучше. Судя по онлайн-форумам, водители до сих пор спорят о преимуществах уральских и камских грузовиков и не могут прийти к согласию. Первое отличие, которое сразу бросается в глаза, это разная компоновка. Военные грузовики «Урал» капотного типа, у них мотор находится впереди кабины, а КамАЗы бескапотные, с кабиной над мотором. Есть другие отличия, не столь бросающиеся в глаза. Начать с того, что «Уралы» разрабатывались по техническим заданиям Министерства обороны.
Это изначально военные машины, как и внедорожники УАЗ. В отличие от них, КАМАЗ всегда ориентировался в первую очередь на мирный заказ. Это стало причиной выбора бескапотной компоновки и повлияло на то, как устроены многие другие узлы. Нередко встречается мнение, что органы управления КАМАЗов куда более комфортны. Практически все водители согласны с тем, что КАМАЗ более динамичный и маневренный. Он еще и экономичнее. Однако Урал — более серьезный вездеход. Разный взгляд на ремонтопригодность на гражданке, бескапотная компоновка оказалась удобнее в обслуживании. Откидывающаяся кабина целиком открывает двигатель и трансмиссию для обслуживания. Однако в полевых условиях, в которых приходится действовать военным, капотные грузовики более ремонтопригодны. Когда машину ремонтируют на морозе, можно не высаживать пассажиров из кабины. А на широких крыльях Уралов можно разложить инструмент и запчасти. Кроме того, конструкцию армейских Уралов намеренно сохраняют простой, чтобы даже солдат-срочник мог в ней разобраться. Защита. Есть еще один фактор, который оценят только военные водители. Даже не бронированный Урал дает водителю лучшую защиту в случае обстрела или наезда на мину. Большой мотор частично закрывает людей в кабине от пуль и осколков. Передние колеса грузовик несколько выдвинуты вперед относительно кабины. Благодаря этому при подрыве на мине у водителя больше шансов остаться в живых. Какой грузовик лучше? Напрашивается вывод, что однозначного ответа не существует. Скорее, нужны оба грузовика под разные цели. Подразделениям МВД и Росгвардии, которые больше действуют в городах и на дорогах с твердым покрытием, точно больше подходят КАМАЗы. Что касается Министерства обороны, выбор может зависеть от предполагаемой зоны действий и способа применения машины. Но нужно заметить, что взгляды на тактику боевых действий постоянно меняются, а это отражается на требованиях к военной технике. Если у вас есть свой взгляд, поделитесь им в комментариях. Какие грузовики сейчас больше подойдут российским военным? Прежде всего, оба этих грузовика зарекомендовали себя как самые лучшие в отечественном грузовом автопроме, и КАМАЗ выпускается с 1976 года, а Урал — с 1941. Если вкратце сформулировать преимущества обеих моделей, то КАМАЗ — более раскрученный автомобиль, он больше ориентирован на нужды гражданских потребителей, а Урал изначально создавался как грузовик для военных нужд. Кроме того, грузовики КАМАЗ получили мировую известность благодаря ралли Париж-Дакар и победам в них. Но Урал, как минимум, не уступает КАМАЗу по проходимости, а, возможно, и превосходит его. Чем Урал лучше КАМАЗа? 1. У Урала имеется просто уникальная проходимость. Обычный КАМАЗ уступает данному автомобилю по этому параметру. 2. По внешнему виду Урал имеет преимущество, поскольку все его очертания очень брутальны и узнаваемы, в отличие от достаточно стандартизированного КАМАЗа. 3. Безопасность движения у марки Урал находится на более высоком уровне, поскольку изначально в эту марку закладывался повышенный ресурс, в том числе и для ее использования в боевых действиях. В чем эти марки равны? Расход топлива и мощность двигателя у обеих марок примерно одинаковы по сопоставимым моделям грузовиков. Модельный ряд очень похож, поскольку после того, как итальянский производитель Iveco в 1994 году вошел в совместное предприятие с Уралазом, то под маркой Урал стали выпускаться и сидельные тягачи, и шасси, и лесовозы, и самосвалы, и другая техника. Чем КАМАЗ лучше Урала? Главное преимущество продукции Камского автозавода в том, что это гораздо более массовый автомобиль, нежели Урал, и объемы реализации грузовиков несопоставимы. Он считается несколько более комфортным, чем Урал, поэтому на междугородних перевозках можно увидеть намного больше КАМАЗов, чем Уралов. Да, и модельный ряд у КАМАЗа, который сейчас уже и для нужд обороны поставляется, все-таки больше. Ну, и имидж самого крупного производителя грузового автотранспорта в России и многократного победителя ралли Париж-Дакар нельзя сбрасывать со счетов. Кстати, в практичном плане нужно обязательно учесть условия эксплуатации, а именно наличие сервисных центров, которых больше у КАМАЗа.